Приветствую, друзья! Давайте поговорим про сравнительные технологические возможности армии. Я в свое время с отличием закончил Менделеевский институт по военной специальности. Поработал на нескольких оборонных предприятиях и по-прежнему уже много десятилетий интересуюсь военными технологиями. События последних лет, и особенно недель, дают пищу для любопытных размышлений. Пропагандистское обеспечение войны в Украине создало ощущение, что нынешняя российская армия способна без ядерного апокалипсиса конвенциональными вооружениями противостоять силам НАТО, и в некотором смысле это действительно так. Но что если сценарий иной? Нет затяжного конфликта, обусловленного нежеланием Запада смены режима в России. Режима, который, если прекратит идиотскую войну, многих на Западе устраивает. А что, сырье поставляет, империю разрушает, Россию ослабляет. Давайте представим себе, что Запад действительно хочет сменить режим, уничтожить систему управления, ослабить технологический потенциал. И сделать это быстро, хирургически. Может ли это сделать Запад? И наоборот, может ли это сделать российская армия? В частности, способна ли российская армия на такую же операцию, как американский удар по ядерным объектам в Иране? Думаю, что у многих возникает подобный вопрос. Практически вся линейка российских вооружений, от средств обнаружения и поражения до систем ПВО, авиации, беспилотных комплексов и бронетехники, показывает свою эффективность, проходят жесткие испытания не только на полигонах или на учениях, а, что самое главное, на земле, во фронтовых условиях, в реальном бою. Тем более, что и по населению, и по технологическому уровню развития Россия и Иран после 25 лет правления Путина сопоставимы. На словах все замечательно. Российскому оружию нет равных в мире. На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах. Расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Но может ли Путин завтра отправить звено бомбардировщиков через половину земного шара и разбомбить там защищенный бункер? Не буду оценивать результаты американской операции, но есть некоторые детали ее проведения, которые очень показательны для сравнения военного потенциала. Во-первых, это масштаб операции. В налете на ядерные комплексы Фордо и Натанза принимали участие сразу 125 американских самолетов. Это стратегические дальние бомбардировщики, истребители прикрытия, самолеты радиоэлектронной борьбы и дальнего радиолокационного обнаружения, а также самолеты-заправщики. Поддержку им оказывали соединения ВМС сразу в 3 морях – Средиземном, Красном и Аравийском. В общей сложности были задействованы десятки кораблей, включая 2 авианосца с собственными авиакрыльями, а также подводные лодки с крылатыми ракетами. Во-вторых, главной ударной силой операции стали малозаметные стратегические бомбардировщики Б-2. Это совершенно футуристические машины, в существование которых сложно поверить. Кажется, что это компьютерная графика, а не реальность. Но эти штуки правда существуют, правда стоят дороговато, хотя стоят на вооружении и летают. Б-2 – это самый дорогой серийный боевой самолет в мире. Он стоит примерно $2 миллиарда за одну машину. Но и возможности такой машины впечатляют. 7 таких бомбардировщиков вылетели прямо с базы в США, отбомбились по Ирану и вернулись обратно. 37 часов без остановок и с дозаправкой прямо в воздухе. В-третьих, для операции применялись совершенно уникальные боеприпасы. Специальные противобункерные бомбы весом свыше 13 тонн. Собственно, бомбардировщики Б-2 – это единственные в мире самолеты, которые могут выступать носителями таких бомб. Самое невероятное, что американские ВВС на объекте в иранском Фордо положили по 6 таких бомб в одну и ту же точку. На первых спутниковых снимках были заметны 6 отверстий. Все решили, что это и были места прилетов. Но нет. Если верить американским военным, то они уложили по 6 бомб подряд в 2 выбранные точки. А 2 отверстия, заметные рядом с местом прилета, это вентиляционные шахты, с которых просто сорвало защитные конструкции. Совершенно невероятная точность, измеряемая единицами метров, особенно для бомбы весом 13 с лишним тонн. Вроде бы они способны пробивать 18 метров армированного бетона и свыше 60 метров обычного грунта. 6 таких бомб, уложенные в одну точку,
по всей видимости, могли гарантированно добраться до подземных залов с обогащающими уран центрифугами на глубине более 100 метров. В-четвертых, поддержку воздушному налету оказывали сразу две авианосные ударные группы на тот случай, если что-то пошло бы не так. А еще подводная лодка с крылатыми ракетами «Томагавк», запустившая их по наземным целям. Даже один американский авианосец с кораблями сопровождения способен за считанные дни нанести критический ущерб военной инфраструктуре такой страны, как Иран. Но в ходе удара по иранским ядерным объектам их, по сути дела, даже не задействовали. В целом, это была гигантская по масштабам операция. Все заявленные цели поражены, что подтверждается спутниковыми снимками. О потерях никто не заявлял. Нет, конечно, иранцы хвастались, что сбили несколько Б-2 и даже выкладывали подтверждающие это фотографии. Но ошиблись в масштабах. Поскольку нам известно, что высота Б-2 составляет больше 5 метров, то рост изображенных на фото иранских воинов должен быть не менее 4 метров, что многовато даже для бойцов корпуса стражи Исламской революции. А вот теперь давайте сравним все, что нам показали американцы, с возможностями авиации и флота в распоряжении Путина. Тут начать надо с того, что ничего похожего на Б-2 в российской авиации нет. Ту-95 и Ту-22 – это машины совершенно другого класса, а ближайший аналог – это Ту-160М. Путин летал под камерой на этом ракетоносце. Но отправлять Ту-160 с такой миссией никто не решится. Слишком легкая мишень. Б-2 – это самолет-невидимка. Форма, материалы, конструкция – все сделано для незаметности машины для радаров. У России самолетов-невидимок нет вообще. Для примера, сейчас российские самолеты, включая стратегические бомбардировщики, в принципе не летают в небе над Украиной. Пуски бомб и ракет производятся на значительном удалении от линии фронта из-за боязни украинской ПВО. И стоят-то стратегические бомбардировщики вот в таком виде, под слоем автомобильных покрышек. Причем Ту-160 проигрывает Б-2. Но только американцы уже строят следующее поколение – Б-21. У нас же вообще не выпускают с нуля никаких стратегических бомбардировщиков. Новые Ту-160М собирают из заделов, созданных еще в советское время. Идем дальше. Аналогов американской противобункерной бомбы в российской авиации в принципе не существует. Самый крупный используемый боеприпас – это ФАП-3000, но она не способна поражать заглубленные объекты. Это обычная фугасная авиабомба, запускаемая при помощи дополнительного комплекса планирования и коррекции, таких крылышек по бокам. Она, к слову, достаточно точная, на уровне десятков метров, но у американцев-то в 10 раз точнее. К тому же, чтобы применять даже такой боеприпас на удалении в 1000 километров от родных авиабаз, во враждебном небе требуется огромное количество самолетов обеспечения. Они в России просто отсутствуют как класс. Например, самолетов радиоэлектронной борьбы нет в принципе, а самолеты дальнего радиолокационного обнаружения уже давно не используются на регулярной основе. Собрать группировку из более чем 100 самолетов не смогли даже на последний парад в Москве в честь 9 мая, где требовалось просто пролететь над площадью. А что же говорить о реальной боевой миссии такой сложности, как провернули американцы? А еще в американской операции, как мы говорили, участвовали две ударные авианосные группы. Они не были задействованы в нанесении ударов, но обеспечивали воздушную поддержку с моря. Может ли Россия прислать, например, в Средиземное море две ударные авианосные группы? Нет, потому что нет ни одной. В распоряжении же США более 10 авианосцев. А в российском флоте есть и единственный авианесущий корабль – знаменитый адмирал Кузнецов. Он в свое время тоже оставил след в истории у берегов Сирии. Это был дымный след, такой силы, что его было заметно даже из космоса. Так вот, тот сирийский поход так надломил адмирала Кузнецова, что с 2017 года он больше не бороздит просторы морей и океанов, а находится на ремонте. В общем, мы с вами видим, что американцы могут по щелчку пальцами отправить своему стратегическому союзнику Израилю армаду самолетов и военных кораблей и провести военную операцию колоссальной сложности на другом конце света и принудить противника к перемирию. А Путин может отправить своему стратегическому союзнику в том же регионе, в лице Ирана, не военную помощь, а наилучшие пожелания. Неспешная, нерешительная и недостаточная поддержка Украины создала у Путина и его режима некоторые иллюзии в отношении Запада. Страны так называемого «золотого миллиарда», они постепенно, по чисто объективным обстоятельствам, несмотря на попытки сохранить свое лидерство,
это лидерство утрачивают. Но это только иллюзия. Технологическое отставание России, в том числе и в военной сфере, достаточно велико. Да, в региональном конфликте со страной с меньшим населением, экономикой и армией Путин чувствует себя уверенно. До тех пор, пока он скорее полезен Западу, западным военно-промышленным кругам. А вот если нет, огромной стране России, так же как и стране Ирану, ничего не угрожает. А вот любителям бункеров стоит задуматься. Счастливо вам! Я не берусь сказать, что иранская операция США приведет к миру в регионе, но это была впечатляющая демонстрация военных и технологических возможностей.